Привет, народ! В этом видео я бы хотел поговорить с вами о первой проведенной Ace League, о моих впечатлениях от игры там и мои заметки для улучшения лиги. Начну с честного признания, что до Ace League я находился в неком упадке New State. Интерес к игре хоть и был, но то ли желания, то ли времени играть не было. И Ace League как будто дал свежий глоток воздуха игре. Все прошло намного лучше, чем я думал. За все 10 дней игры мы не повстречали ни одного читера. Лично у меня никаких проблем не возникло, матчи проходили очень гладко. Я получил огромное удовольствие, играя тут, и уже с нетерпением жду конца следующего сезона, чтобы залететь в эти потные матчи снова. Хочу сказать то, что мне очень понравилось, что на карте очень мало денег. Я бы сказал, что это больше плюс, чем минус. Из-за этого стиль игры кардинально меняется. Обычно на кастомках, если кто-то из команды умирает, то включается режим поиска денег. Игроки начинают соскребать деньги с кемпов, редко влезая в файты до вызова мертвого тиммейта. А на Ace League все было в точности наоборот. Пропускать файты было невыгодно, потому что на то, чтобы просто накопить деньги, ушло бы очень много времени. Если вы смогли найти зеленку, то вам очень повезло, но не всегда можно полагаться только на удачу. Поэтому на Лагне и Трой нужно было ездить по мультидропам за деньгами, а на Акинте и Арангеле единственным хорошим источником денег были враги. Также мне понравился и баланс лута. В целом мне его хватало, но думаю, многие заметили, что утилиты такие как дроны, щиты и улучшалки спавнились гораздо реже, чем в классическом режиме. Это тоже немного повлияло на основную мету в игре. Единственное, наверное, я бы все-таки увеличил шансы появления дронов и щитов. Кстати, а вы заметили, что в Ace League отключили красную зону? Я осознал это только на момент написания сценария. Тоже положительный момент, так как в соревновательных мероприятиях нужно максимально понижать уровень рандома. Несмотря на то, что мне в основном все понравилось, есть вещи, которые я бы хотел изменить. Во-первых, награды. Многие писали по поводу титулов, что они их не устраивают и так далее. И мне тоже кажется, что они могли бы быть лучше. Было бы неплохо, если бы на них вместо чемпион писался ник игрока. Это бы сделало эти титулы более уникальными. Во-вторых, я бы полностью убрал медали за плейсмент. И вместо этого сделал бы так, чтобы убийства всех участников команды суммировались и умножались на коэффициент плейсмента. Давайте немного объясню. Ваша команда делает суммарно 20 убийств. Если вы не занимаете призовые места, то эти 20 киллов умножаются на 1/10. Если же вы занимаете третье место, то они умножаются на 0,3, и вы получите 6 медалей. Заняв второе место, вы получите 10 медалей, и за первое соотношение убийств и медалей будет 1 к 1. Сейчас из-за того, что награды даются именно за занятое место в топе, нет смысла никого убивать. А эта система бы начала поощрять игроков играть более активно. И даже не заняв хорошего топа, но сделав много киллов, команды бы начали получать достойную за это награду. Конечно, эти коэффициенты нужно будет поменять для отборочных и финала, чтобы не сломать полностью игру. Третье изменение, которое я бы хотел увидеть в Ace League, это наказание за выход с матча. Так как каждый день вам дается только по 2 часа, многими командами, и моей в том числе, была принята стратегия выхода из матча, если приходит понимание, что шансов на победу нет, будь то из-за сильных противников в килл-чате или просто банально остался последний живой в команде. Вероятность того, что получится возродить игроков команды, в данном случае очень мал, а следовательно тратить время на доигрывание заведомо проигранного матча смысла нет. Для этого нужно сподвигнуть игроков не выходить просто так. Конечно, сделать это будет очень сложно, так как можно просто самовыпилиться. Но и оставлять это нетронутым, мне кажется, тоже нельзя. У меня нет никакого определенного решения данной проблемы, просто считаю, что за выход с матча должна даваться пенальти. Я бы сделал билеты в финал более ценными. Как оказалось, их не нужно было фармить, и достаточно было одного, чтобы пройти на финальный этап. С одной стороны, это хорошо, так как повышает количество игроков на финальных днях и позволяет не беспокоиться за онлайн и наполнение лобби. А с другой стороны, это делает отборочные дни немного бесполезными. У нас есть целых 7 дней, чтобы сделать всего лишь одну победу. Мне кажется, это немного перебор. В отборочных днях мы заработали 14 билетов, и если бы их нужно было тратить в финале, у нас бы все равно осталось 5 штук. Снова говоря об отборочных днях. К концу мне уже немного поднаскучило играть только на Акинте и Лагне. Мне понравилось, конечно, играть в финал на Трое и Рангеле, но, возможно, им стоило сделать немного больше разнообразия в картах для отборочных дней. Как считаете? Еще было бы неплохо иметь рейтинговую статистику в Ace League, где бы отображалось, кто сколько побед сделал, сколько убийств и так далее. За этот рейтинг тоже можно было бы выдавать какие-то награды, но я бы был рад обычному отображению этого внутри игры. Первое лицо. Судя по опросам, большинство тоже со мной согласно в этом вопросе. Всю лигу я проиграл от первого лица, несмотря на то, что там было доступно третье. Не поймите меня неправильно, я все равно с радостью буду играть лигу и в ТПП, но я чувствовал, что файты могли бы быть сочнее. Все баталии игрались от стен, и игроки намного реже пикали. Я не думаю, что онлайна бы хватило для существования и первого, и третьего лица одновременно, поэтому все так же хочу добиться разных перспектив в разных регионах.
В целом, Ace League это то, как я представлял себе Nobots Ranked. Если вы на канале давно, то точно знаете, что это такое. Пишите в комментарии ваше мнение по поводу лиги и ваши пожелания для ее улучшения. А я с вами не прощаюсь. Хорошего вам настроения. Увидимся.